Всем привет! Очень часто в комментариях меня просили сделать обзор на данный рюкзак. Это рюкзак от компании 5.11, модель называется Rush 12, второй версии 2.0. Сегодня я расскажу вам, что это за рюкзак, а также покажу, что у меня внутри, что я ношу с собой на EDC на момент съемки, то есть это осень 2022 года, что у меня с собой. Наверняка многие скажут, что данный рюкзак стоит очень дорого, но я с вами не соглашусь по одной простой причине. Данный рюкзак на официальном сайте стоит ровно 100 баксов. На большинстве зарубежных обзоров и в форумах его считают топ за свои деньги, потому что за 100 долларов вы получаете действительно очень качественную, неубиваемую штуку. По нынешнему курсу можете пересчитать, сколько он бы стоил сейчас. Просто у нас, к сожалению, очень жадные продавцы, поэтому накручивают на него в 2-3 раза цену, поэтому он у нас такой дорогой, к сожалению. Вообще я обычно покупаю все снаряжение 5.11 во время их распродажи. У них бывают всемирные распродажи, обычно 1 или 2 раза в год на весь свой ассортимент делают скидку 20%. То есть это, согласитесь, когда вещь дорогая, 20% довольно-таки существенные деньги. И когда наступает день распродажи всемирного 5.11, все официальные дистрибьюторы делают скидку 20% на все снаряжение. То есть так я его, в общем-то, и купил. Как бы мне данный рюкзак 2 года назад как раз по этой акции обошелся в 7 с лишним тысяч рублей. Поэтому я не знаю, будут ли они дальше продолжаться, потому что, я так понимаю, 5.11 с российского рынка, к сожалению, уходит. И достать их сейчас сложнее и сложнее, то есть сейчас только какие-то остатки. Поэтому я считаю, что 100 долларов за такой рюкзак с таким качеством, такими материалами, но он действительно неубиваемый. И даже смотришь на Авито, люди продают рюкзаки первой версии, еще которым уже там по 6, по 8 лет. И они, действительно, там может быть немножко пыльные, но они в хорошем состоянии, то есть они не рваные, не протертые нигде. Действительно, очень качественные фурнитуры, очень качественные материалы, ткань. И очень хорошо прошит, нитки толстые, ничего не перетирается. Еще хочу вас предостеречь от того, что очень много подделок, особенно сейчас, когда 5.11 достать довольно-таки сложно и они дорогие, то есть сейчас, скорее всего, то, что вы видите, это остатки, потому что официально, я так понимаю, они прекратили возить их в Россию. Поэтому будьте аккуратны, на Авито очень часто попадаются мошенники, которые продают подделки. Человек, который имел уже рюкзаки 5.11, их легко отличит, они очень сильно отличаются по качеству. Вот особенно, если вы его в руки возьмете, вы сразу поймете, что это палево какое-то. Но по фотографиям они делают такие фотки, что действительно сложно иногда понять. То есть я прям действительно взял свой рюкзак и начал сравнивать с фотографиями, которые выложены там у одного не очень добросовестного продавца. И я понял, что он продает палево под видом оригинала. Там цена, конечно, докризисная, скажем так. Там Rush 72 был за 16 тысяч рублей. В общем-то, адекватная цена за него. Короче, будьте аккуратны, не попадитесь. Низкая цена сразу должна вас насторожить, потому что сейчас 5.11 стоит в России очень дорого, к сожалению, потому что их официально возить прекратили. Ну а теперь давайте я переставлю камеру и покажу вам, что внутри. Присаживайтесь поудобнее. Погнали. Но перед тем, как показать сам рюкзак, я покажу, что на карманах, иначе обзор EDC будет неполный. На кармане нож Kershaw Launch 13. Фонарик Nightcore P18. Обзор у него тоже есть у меня на канале. Вот такой перец. Ну и, конечно, телефон. Это то, что я ношу на кармане, поэтому этого нет в рюкзаке. Показывают отдельно, чтобы потом не спрашивали, почему у меня этого с собой нет. То есть это я ношу в карманах, чтобы был быстрый доступ. Ну а теперь давайте я покажу свой EDC набор в данном рюкзаке. Так, снаружи у меня здесь висят перчаточки. Буду доставать и откладывать. Установлено пару карабинчиков, чтобы можно было что-то подвесить. Также я к этому рюкзаку вот сюда добавил шок-корд, чтобы можно было что-то прицепить. Например, когда я хожу куда-то на прогулку, я вот сюда цепляю, например, пенку, поджопник, чтобы можно было сесть на лавку, когда она мокрая или холодная. То есть сюда добавил шок-корд и с этой стороны добавил шок-корд. Также я добавил на него
Вот здесь вот лямочки грузовые специальные. Можно куртку либо штатив сюда прицепить. Давайте начнем с маленьких отделений и постепенно покажу, что у меня внутри. Погнали. Так, подсумки в этом сверху у меня находится мультитул Victorinox Spirit. Также набор, трещотка с набором бит Victorinox-овская. Вот такой нож утилитарный от Gerber со сменными лезвиями. Очень удобно делать какую-то грязную работу, чтобы потом не переживать за клинок. Удлинитель для трещоточки. Здесь два ключа от компании Knipex, Cobra и вот такой регулируемый раздвижной ключ. Очень удобно, часто пригождается к какому-то мелкому крепежу, работают отлично. Ну, они уже мелькали в обзоре, подсумка с инструментом. Если кому-то интересно, подсказка будет, посмотрите. Дальше вот такая точилочка от компании Lansky. На ней имеется керамический такой муссат небольшой. Также вытаскивается алмазный такой стержень для грубой работы. И я к нему прицепил вот такой брелочек. Джимми Тим, привет. Вот такой брелочек, смазанной пастой Гои. То есть это кожа, очень такая плотная, смазанная пастой Гои. И можно что-то быстренько поправить на нем. Так, дальше в этом подсумочке у меня такая небольшая рулетка на 1 метр. Ну, часто бывает, что это в магазине, нужно отмерить. Очень полезная штука — это стяжки. При этом это не обычные стяжечки, а многоразовые. Очень рекомендую, потому что обычно приходится срезать, когда они вам уже не нужны. А эти закрепили, зажали, они без проблем отцепляются и можно использовать много раз. Стяжки очень часто пригождаются, выручают, как бы весит очень мало, места не занимают, поэтому рекомендую с собой носить. Можно быстро что-то поправить, закрепить или отремонтировать. Далее вот такая ручка-отвертка с набором бит. Обзор на нее тоже есть на моем канале. Очень удобная штука, часто пользуюсь. Для какой-то электроники очень незаменимая штука. Ну, либо нож разобрать, к примеру. Так, в этом подсумочке у меня больше ничего нет. Здесь обзор на этот подсумок есть, можете посмотреть, он очень интересный, можно по-разному использовать. Так, давайте дальше. Здесь кармашек маленький, у меня в нем находятся наушники, документы, паспорт, деньги, карты. Такой вот небольшой кошелечек с картами. И все, здесь такой карман. Давайте перейдем теперь к нижнему кармашку. Так, в данном кармане, так как сейчас осень, вот если слышно, за окном ливень идет, я хотел на улице снимать, но там ливень, снимать негде сейчас. Здесь у меня лежит зонт. Обязательно зонт ношу с чехлом, потому что мокрый зонт потом убирать, чтобы ничего от него не промокло, одевая обратно чехол. То есть здесь зонтик, ну это опционально, зависит от времени года. Сейчас осень, поэтому зонт. В другом кармашке такой термос на 350 мл. Очень удобная штука, он довольно-таки компактный, он с поилкой. То есть это 2 в 1 термос, также кружка. Фирма термос. Далее такое маленькое полотенце, чтобы вытереть руки или лицо, если там где-то умыться нужно. Тоже место занимает мало, из микрофибры, полезная штука. Так, дальше здесь вилка-ложка титановая, бывает нужна пообедать. Далее вот такая аптечка в подсумочке от Nightcore. Обзор на нее тоже есть отдельно. Вот сейчас будет всплывающая подсказочка. Можете, кому интересно, посмотреть. Но здесь просто маленькая DC аптечка, в которой самое необходимое. Ну, там на 1-2 дня. Влажные салфетки. Далее вот такая гибкая фляга от Platypus на 0,5 литра. То есть, когда она пустая, ее очень удобно свернул, она места не занимает. Вот такой небольшой складной стаканчик, тоже почти ничего не весит, от Гидропак. Можно убрать куда угодно, потому что бывает, иногда куда-то приходишь, даже не с чего попить воды. То есть кулер есть, а стаканчиков нет, либо они какие-то грязные, поэтому полезно такую штуку носить с собой, учитывая то, что она не занимает почти места и очень легкая. Классная штука. У меня есть с собой нож монголоид от первого цеха. Прикольный такой скелетник. Мне нравится у него геометрия, потому что, видите, у него ручка поднята вверх. Очень удобно резать какие-то продукты. Он такой, типа
такой полевой маленький кухонник. По продуктам работает одно удовольствие. Спуски высокие от обуха, довольно-таки тонкий сам по себе обух. Прикольный, такой реже компактный. Ну, может быть, на него обзор отдельно как-нибудь сниму. Так, дальше. Фонарь от Эрмитека с светодиодом Ниче. Обзор тоже у меня был недавно на канале. Очень качественный свет. Универсальный фонарик, то есть это налобник, и на клипсы можно повесить. Обзор можете глянуть. Здесь также зарядочка для фонаря магнитная и налобное крепление. Далее здесь у меня установлен тоже от Эрмитека вот такой маленький фонарик. То есть удобно, когда в темное время суток открываешь карман, и чтобы в темноте не копошиться, не искать, да, что-то, зажег фонарь, он здесь висит. То есть он довольно-таки яркий. Обзор на маленький фонарик я планирую записать, кому интересно, подписывайтесь, чтобы не пропустить. То есть это такой вот маленький наключник от Эрмитека. И очень удобно то, что у него есть клипса металлическая. Можно куда-то прицепить на снаряжение, и у вас будет заметно. Дальше вот такая зажигалочка, калипер. Фишка у них то, что у них вытаскиваются кремний, можно использовать их отдельно от зажигалки. Классная зажигалка, но это многоразовая, она металлическая, перезаправляемая. Далее перманентный маркер маленький, Стэнли. Вот такие могу рекомендовать, они действительно очень компактные и удобные. И дальше ручка Fisher Space Pen. Это ручка, которая может писать нам по мокрому, по стеклу, почему угодно, по жирной там коже даже, например, то есть без проблем, потому что чернила находится под давлением, разрабатывалась для космоса. Может писать невесомости, ну, я думаю, вы про нее и так знаете. И дальше здесь лежит вот такой вот очень мощный пауэрбанк от компании Baseus на 65 Вт. Фишка этого пауэрбанка, почему такой здоровый я с собой таскаю, потому что он может зарядить мой ноутбук несколько раз. Ноутбук лежит в большом отделении. Очень много портов для зарядки. Также он поддерживает все возможные современные форматы быстрых зарядок. Там Quick Charge последней версии, Power Delivery последней версии. Сам заряжается довольно-таки быстро. Поэтому Powerbank на 30 тысяч мАч. Вещь не маленькая, но очень мощная. Можно одновременно заряжать и ноутбук, и телефон. Так, в этих кармашках все. Я потом, когда все достану, покажу вам отдельно все кармашки. А здесь кармашек на молнии, у меня лежит ежедневничек и какие-то бумажки там с записями с моими. Здесь еще один карман. Так, на этом маленьком отделении все. Так, здесь еще сверху есть карман, он позиционируется как отсек для переноски очков, потому что он на флисе. Но очки сейчас на мне, а я здесь ношу обычно ключницу, такая вот. От производителя Две Сосны прикольная ключница делают. Здесь у меня ключи, маленький такой Victorinox Classic с ножницами. Очень классная штука, часто пользуюсь, очень выручает. Ножницы прям вообще топовые. Я ногти в основном, в общем-то, им стригу. И фонарик вот такой маленький запасной наключный Феникс еще один. Они бывают разных цветов, очень удобные. Можно куда-то подвесить, чтобы не потерять. Вот такая ключница. Далее у меня здесь лежит баф. Как я уже говорил, сейчас осень. Иногда температура очень резко меняется, становится холодно. Можно пододеть, использовать в качестве либо шапки, либо шарфа. И салфеточка для протирки очков. Ну, либо оптики. Вот такой кармашек на флисе. Я когда все достану из рюкзака, я вам отдельно каждый карман покажу. Сзади отверстие под гидратор. Но я его использую для переноски каких-то документов. То есть у меня здесь тетрадь лежит. И вот папочка с листами А4, то есть без проблем сюда умещается, ничего не мнется. Можно здесь носить иногда ноутбук, то есть иногда я ноутбук кладу сюда. И ношу два ноутбука, то есть без проблем. На лямке у меня здесь установлен еще один фонарик от Эрмитека. Crystal называется. Он имеет два разных диода, красный, очень яркий, или белый, тоже яркий, как бы можно идти и подсвечивать себе под ноги. Либо обозначить себя, когда, например, переходите пешеходный переход неосвещенный, чтобы вас никто не сбил. Вот такая металлическая клипса без проблем одевается на моле стропы, либо на снаряжение на карман куда-то. И что у меня в большом отделении? Так, что внутри? Рюкзак раскрывается почти полностью, очень удобно с этим работать. Здесь у меня такая небольшая рафатка лежит. Так, здесь отделение под ноутбук, но скажу сразу, вот ноутбук сюда убирать не очень удобно, потому что если у вас
что-то находится вот в этом кармане, флисовом, да, очки, например, вам нужно сначала это все вытащить, чтобы вытащить ноутбук. Сюда умещаются ноуты, ну где-то, наверное, до 14 дюймов. Здесь вот MacBook 13 в противоударном чехле помещается без проблем. То есть, ну, 15 сюда уже вряд ли влезет. Здесь у меня лежит еще одна сумочка от компании «Две сосны». Здесь жесткий диск, USB-хаб, ну, всякая мелочевка. А также куча разных всяких флешек и переходников. Доставать не буду, чтобы ничего не рассыпать. И вот такая вот накидочка. То есть сейчас как раз тоже актуально, потому что дожди идут часто. От Nature Hike. Ну, какую нашел, такую и купил. Накидка на рюкзак. Просто взял черную, чтобы особо она не отличалась от рюкзака. Вот такая вот накидочка на рюкзак. Потому что сейчас она бывает часто нужна. Так, в этом сетчатом кармашке ничего нет. И в этом уже у нас лежит мышка. Провода для зарядки ноутбука, телефона и наушников. И вот такой блок питания. Тоже очень классная штука. Тоже Baseus. Фокус ловись. И он тоже на 65 Вт. То есть у меня одновременно от него заряжается телефон и питается ноутбук. Он очень быстро заряжает вот этот Powerbank. То есть вот такая связочка у меня. То есть когда есть доступ, работаю от этого. Когда нет доступа, работаю от этого Powerbank. Он без проблем заряжает 1,5 либо даже 2 раза вот этот MacBook. И здесь проводок для зарядки Powerbank. Ну и остался последний потайной кармашек. У него как раз, который отличает его от первой версии. Он позиционируется как карман для ношения оружия. То есть он здесь вот находится под вот этим карманом на липучке. И здесь вы можете хранить, например, пистолет. Достали и убрали. То есть кобура крепится на специальной велкро-липучке. Вот сюда позиционируйте пистолет, как вам удобно. То есть быстро сбрасываете одну лямку, переворачиваете рюкзак на живот и быстро можете завладеть своим оружием. Ну а теперь давайте я вам покажу сам рюкзак поближе. Сейчас все уберу со стола и посмотрим сам рюкзак. Так, ну а теперь непосредственно к самому рюкзаку. Я снял с него подсумок, чтобы он не мешался, и показать вам, как выглядит непосредственно сам рюкзак. То есть это 24 литра, как я уже говорил. У него есть вот такое отделение с органайзером. То есть пришитым олистропом можете что-то еще повесить. Здесь два глубоких кармана до самого дна. Раз, два кармашка таких вот. Еще один кармашек. Двойной кармашек. Вот прошит пополам для каких-то ручек, зажигалок. Здесь карман. И еще один кармашек на молнии. Также есть вот такой вот один подвес с крючочком. Для ключей, либо для чего-то, для фонарика какого-то маленького. Дальше вот это новое отделение, которое отличает как раз этот рюкзак от первой версии, как я уже показывал. Позиционируется оно как отделение для ношения оружия потайное. То есть сюда можно, там внутри велкро-панель, можно прицепить какую-то кобуру, например. Ну, у меня там обычно прицеплен какой-то органайзер, то есть с липучкой. На велкро лепится органайзер, и сюда какие-то плоские вещи я кладу. Закрывается на липучку. Далее такой кармашек. Я в нем обычно ношу документы на всю длину. Карман с флисом для очков, либо какой-то техники. Телефон можно положить, чтобы он не поцарапался. Сзади для гидратора здесь вставлена пластиковая. То есть пластиковая вставка специально, чтобы рюкзак держал хорошо форму. Если вы что-то тяжелое носите, чтобы вам в спину ничего не дыкалось. А также эту штуку можно заменить на бронеплиту. Сюда можно подвесить гидратор. Есть специальный крючочек. Вешаете и выводите через вот это отверстие шланг по лямке, по одной либо по другой. Здесь, кстати, тоже отверстие другое. В первой версии отверстие было вот здесь в ручке. И нужно было пропустить шланг через основное отделение, через ручку и уже потом на лямку. Здесь же она выходит сразу из рюкзака. Но я использую это не под гидратор, а под каких-то другие цели. Так, по спине изменения какие? Здесь убрали противоскользящие вставки. Я считаю, что это плюс, потому что мне они не нравятся. Вот у меня был обзор на Rush 24, и эти вставки постоянно натирают спину, либо, например, там какую-то одежду начинает портить, потому что под ними образовываются катышки, и одежда потом выглядит не очень хорошо. То, что они убрали противоскользящие вставки, я считаю, что это плюс. Здесь есть вот такие две пряжки для того, чтобы можно было вставить сюда ремень, если вам необходимо. Также установлена вот такая нагрудная стяжка.
регулируется с резиночкой. Ее можно без проблем переставлять вверх-вниз. Также на лямках есть быстрый сброс. Очень удобная штука, особенно зимой. То есть, когда у вас куртка какая-то довольно-таки объемная на вас, и чтобы снять, приходится, да, потрудиться, чтобы снять. И чтобы не махать руками, вы взяли одну лямку, быстро отстегнули, сбросили, рюкзак сняли, никому не мешаетесь. Либо это бывает полезно, например, в маленьких помещениях, либо в общественном транспорте. То есть вы одну лямку скинули, а вторую уже без проблем снимаете. То есть быстрый сброс необходим не только для каких-то тактических задач, но и в повседневной жизни тоже часто пригождается, чтобы быстро снять рюкзак. Так, на дне нету теперь отверстия для слива воды. Я считаю, что это минус, потому что один раз у меня в этом рюкзаке протекла бутылка с водой, и я заметил это только когда пришел домой. То есть я открываю рюкзак, и у меня там на дне вода. Ей некуда деваться, здесь пропитка специальная водонепроницаемая, поэтому, когда рюкзак новый, он очень хорошо держит воду. Хорошо, что ноутбук, вот здесь я вам покажу, то есть отделение под ноутбук, оно не доходит до самого конца. То есть до дна оно не достает, здесь где-то сантиметров 5 еще остается. Ноут не пострадал, было неприятно как бы. То есть я это заметил только когда уже пришел домой, открываю, а у меня здесь лужа. Поэтому отверстия для слива воды, я считаю, нужны. То есть в первой версии они были. Многим, наоборот, нравится, что их нет. Они боятся, что когда они ставят на какую-то мокрую землю либо снег, через эти отверстия вовнутрь может попасть влага. Но мне кажется, пусть лучше сюда немножко снега вниз попадет, чем у вас что-то протечет и будет здесь все вещи промокнут, потому что в воде некуда деваться. Здесь, как я уже показывал, так, это карман для очков. Отделение под ноутбук. Оно мягкое, здесь где-то миллиметр 3-4 пенка вставлена, чтобы вы не повредили свою технику. А сюда, как я уже сказал, влезает где-то, наверное, до 14 дюймов. Так, на этой стороне вот такие два сетчатых кармана. В отличие от Rush 24, здесь их только два. Там их больше, там их 3. Вот такие два кармашка здесь. Никаких боковых карманов, ничего нет. Сразу после покупки, кстати, я поменял темляки на оранжевые. Они были черные везде. Я везде, где их не видно, незаметно, они находятся внутри, поменял их на оранжевые. Потому что в темное время суток их незаметно. Поэтому там, где они не демаскируют и не мешаются, и их не видно, я поменял на яркие, чтобы можно было без проблем ночью их отыскать. А также к этому рюкзаку, я вам уже показал, добавил вот такой шоп-хорд, что позволяет данный рюкзак, то есть просто пропустил вот в эти моли стропы, резиночку с вот такой вот утяжкой. И это позволяет либо сюда какие-то легкие вещи крепить, например, там пенка, можно какую-то куртку закрепить, кофту. Вот. Либо, когда у вас рюкзак пустой, этими стяжками можно его немножко утянуть. То есть здесь и сверху есть утяжка, а можно еще больше утянуть, чтобы он у вас прям совсем тоненький был. Когда у вас там ничего нет, чтобы он ни за что не цеплялся, можно вот так вот его утянуть. По-моему, довольно-таки удобно. Резинка особо ничего не стоила, а функционала прибавилось. А на дне я установил вот такие грузовые стяжечки, на которые можно тоже, я обычно штатив сюда приматываю, либо куртку, чтобы в руках не носить. Вот, друзья, на этом все. Надеюсь, обзор вам понравился. Вот такой рюкзак от компании 5.11, Rush 12 версии 2.0. Надеюсь, кому-то этот обзор был полезен. Пишите комментарии, что бы вы добавили, что бы вы наоборот не взяли. На этом всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на телегу. Пока-пока.